Приветствую, уважаемые натуралисты! С вами канал ЗУ. Мы собираем большую видеоэнциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. Подписывайтесь и ставьте лайки. Они помогают узнать о мире животных большему количеству людей. Пернатых родственников динозаврах в наши с вами дни развелось очень много видов. И многие из них отличаются своей красотой и ярким оперением. Недавно я рассказывала про гиацинтовых ара и самую опасную в мире птицу – казуара. Ищите их в плейлисте птицы. Ну а у нас в гостях сегодня любовь почти всех голых обезьян. Встречайте фламинго, род птиц из семейства фламинговых, отряда фламингообразных. И это вам совсем не мимимишная мечта инстаграма, а целый пернатый демон с перевернутым ртом, который питается кровью своих родителей и живет в щелочных водах. Но обо всем по порядку. Для начала скажу, что фламинго – это одни из самых древних представителей пернатых. Эти летуны появились на Земле более 30 миллионов лет назад и обитали по всей планете. Сейчас фламинго ведут себя скромнее и живут только в Африке, Юго-Восточной Азии и Южной Америке. В основном фламинго ведут оседлый образ жизни, но северные популяции совершают перелеты на юга. У многих фламинго ассоциируется с невероятной грацией, что вполне обосновано. При росте в 130 сантиметров и весе в 4 килограмма эта птичка может с легкостью выделывать разные пируэты. К примеру, стоять на одной ноге. Делает это фламинго не ради того, чтобы произвести на вас впечатление, а всего лишь для того, чтобы погреть лапку, замерзшую в воде. Кстати, так свои лапки греют не только фламинго, но и другие длинноногие птицы, например, цапли или аисты. Вообще, ножкам фламинго можно петь отдельные дифирамбы, и не потому, что они у них от ушей. Их лапы – это универсальный инструмент, и ходули, и химзащита, и ласты в одном флаконе. Обычно фламинго селятся многотысячными колониями у берегов мелких водоемов и лагун. Если картина с толпой розовых птиц на фоне пляжа показалась вам райской, то не спешите радоваться. Фламинго в качестве постоянного места жительства чаще всего выбирают не солнечные берега с золотыми песками, а безжизненные солевые или щелочные озера. Чаще всего в таких озерах даже рыба не водится. Здесь колония фламинго чувствует себя вольготно, ибо никакой хищник не осмелится шагнуть в зыбкую и едкую грязь, потому что он либо утонет, либо сожжет себе лапы. Зато сами фламинго гуляют по ядовитому болоту, как по Бродвею. Благодаря длинным тонким ножкам птицы не утопают в грязи, а сами ходули защищены плотной кожей, так что разъедающее воздействие соли пернатым тоже не страшно. Если все же стая и отправится в более живописные места, то в целях безопасности птица всегда сможет переместиться на воду, потому что фламинго прекрасно плавают. Тем не менее, от ядерных водоемов птицы предпочитают не улетать, ведь только там можно найти их излюбленное лакомство – красных рачков. Эти рачки буквально пропитаны кератином, красно-оранжевым пигментом. Он-то и делает фламинго розовыми. Рождаются эти птицы серыми, и лишь с возрастом их наряд приобретает более красочные оттенки. На этом анатомические чудеса не заканчиваются. Видимо, 30 миллионов лет назад эволюция совсем запуталась. Иначе, как объяснить то, зачем она прилепила фламинго рот? Наоборот, подвижная часть клюва у фламинго не ниже
нижняя, как у всех нормальных птиц, а верхняя. Чтобы банально поесть, фламинго нужно скрутить свою шею в бараний рог так, чтобы надклювье оказалось внизу. Зачерпнув воду нижней частью клюва, словно ковшом, птицы сцеживают из нее всякие вкусняшки, вышеупомянутых рачков, планктон, червей, моллюсков и водоросли. Для того, чтобы отфильтровать воду, по краям клюва у птицы имеются зазубрины. В них-то и остается весь съестной улов. Беззаботно плавать и есть рачков можно, конечно, до бесконечности, но часики-то тикают, а время гнездования уже не за горами. Поэтому ближе к маю фламинго остепеняются, и в отличие от других животных, наши герои привлекают свою даму сердца с изыском. Знаете, что такое Мулен Руж? Знаменитое французское кабаре. Так вот, фламинго создали первое в мире мужское кабаре. Самцы устраивают помпезные брачные демонстрации, собираясь большими группами в синхронном танце. Но завоевать даму помогает отнюдь не балетная пластика, а яркость костюмчика. Если самец самый розовый из всех розовых, значит он здоров, упитан и плодовит, потому что больше всех съел рачков. Когда розовая самочка выберет из танцоров того самого единственного, в следующем сезоне танцев самец участвовать уже не будет, ведь фламинго моногамны, а значит привлекать других дам на стороне ему ни к чему. После мужских смотрин молодожены начинают постройку гнезда. Свой полуметровый домик с видом на ядерное озеро парочка делает из глины и ила. Когда там появятся яйца, оба родителя по очереди будут их высиживать. Браки у фламинго преисполнены равноправием настолько, что через месяц, когда появляются птенцы, и у папы, как и у мамы, начнет выделяться птичье молоко. Нет, не конфеты, а своеобразная детская смесь из полупереваренных рачков. Первое время птенцы не выходят из гнезда. Все потому, что домики располагаются в зыбучей грязи. Если малыш выпадет, он попросту увязнет в ней. Ну а если вы еще не устали удивляться, то добавлю адреналина. Молоко у фламинго тоже розовое, но не столько от пигмента, сколько от крови. Кровь мамы или папы смешивается с полупереваренной пищей, и на выходе получается питательное блюдо, наполненное минералами, витаминами и жирами. Так что за здоровье своих птенцов родителям приходится платить своим, а чтобы накормить детишек кровью, на 1-2 месяца у них рвется пищевод. Как только спиногрызы или горлогрызы становятся более-менее самостоятельными, их отправляют в детский сад. Одна самка может присматривать за группой из 200 птенцов. От опеки нянек и родителей птенец освобождается очень быстро, уже через 3 месяца. Кстати, своих птенцов родители узнают по голосу, так как из сотни серых комочков они находят именно свой. И жили бы эти розовые птицы припеваючи еще 30 миллионов лет. Но, как всегда, все портят людишки. Браконьеры изрядно сократили популяцию этих длинноногих красавчиков. Взрослых птиц убивают ради экзотического оперения, а гнезда разоряют ради деликатесной яичницы. Но если никто все-таки не будет мешать, то фламинго проживет аж до 30 лет, а потом еще 30 миллионов. А вам нравятся розовые фламинго? Напишите в комментариях. Становитесь спонсорами проекта всего за 99 рублей в месяц. Этим вы поможете популяризировать зоологию, что очень важно в современном мире. Также обращаю ваше внимание на то, что у нас появились дизайнерские брендовые футболки от канала. Приобрести их можно по ссылкам в описании к видео. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии о том, какого
бы животного вы хотели бы увидеть в следующем видео и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает развитию нашего небольшого сообщества. Подписывайтесь на наши паблики по ссылкам в описании к видео. Там много интересного. С вами был канал о животных ЗУ. Мы собираем большую видеоэнциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. До скорых встреч!